Представители знака зодиака Водолей. Здравствуйте, мои дорогие Водолеи. Второй расклад. Знаки судьбы. Февраль 2025 года. Что откроется? Что прояснится для вас в феврале? Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не передаст все ваши эмоции, ощущения или личные проблемы. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И глядя на метафору карта, как раз ваш знак зодиака этим и отличается, что вы умеете воспринимать что-то инновационное или непознанное. И я надеюсь, все же расклад вам будет чем-то полезен. Какой-то свой пазл сложите по тем вопросам, которые не решаются. Или, исходя из тех энергий, которые транслируют карты, можете просчитать для себя какую-то траекторию. Вообще, если мы про энергии, как раз они очень положительные. И не только мы про февраль, а на весь 2025 год, ну и последующие, наверное, годы. Понятно, что какая-то активность, наша деятельность, она предусматривается. Не будет все само по себе как-то складываться, но то, что бонусов больше, это точно. То, что пространство откликается на ваши чаяния, это наверняка. Итак, что же откроется, что прояснится в феврале, пока оттолкнемся от февраля. И ваша планета Уран переходит в самом конце января месяца уже в прямое директное движение. Иерофант, у вас тут, знаете, ну правда, как по судьбе. Всегда это карта, которая обрисовывает наши позиции или то, что с нами происходит. И это все не случайно. Но как задумка высших сил. И мы идем именно по той дороге, или вы идете, мои дорогие водолеи, именно той дорогой миссии, которую, ну, вы должны, может быть, реализовать себя самого или саму, или осуществить что-то удивительное. И по карте Иерофанта где-то мы можем, конечно, на наши земные проблемы переложить и сказать, что мы поступаем по закону. Мы уважаем традиции, мы уважаем менталитет. Отчасти для тех, кто оказался, может быть, вдали от привычной обстановки, в другой даже стране, среди других людей, которые говорят на другом языке, обычаи другие, правила какие-то другие. Но надо уважать вот это, какие-то традиции, которые сложились независимо от нас. Это нам где-то помогает. Но кто знает, иногда карта может говорить о том, что вы сделали какой-то очень важный первый шаг или вот-вот его сделаете, и это изменит вашу жизнь, и это тоже словно по судьбе. Старший аркан любой всегда проигрывается как внешние какие-то события, которые тоже меняют нашу жизнь. Так вот, и еще и аркан мы говорим по судьбе. Тут, правда, может в феврале произойти, ну, может быть, вы столкнетесь с тем, что вы узнаете какую-то новость или событие в вашем окружении. И это все неспроста. Опять же, высшие силы пытаются, или ваша судьба, карма, назовите это как угодно, пытается каким-то образом донести до вас ту или иную информацию или сказать, что ваше время пришло. Давайте пройдем дальше. Что же откроется? Девятка жезлов. Ну, правда, выход ваш на авансцену. Всегда по девятке жезлов мы словно были в каком-то как месте изоляции или когда мы не могли что-то осуществить. Не получалось. Было много условностей каких-то или условий напрямую. И здесь вот приходит наше время, но мы должны быть на страже. И здесь два направления, чтобы чего-то не упустить, но и в то же время где-то карта предусматривает то, что мы столкнемся с какими-то неожиданностями, или что-то для нас будет в диковинку, или как, ну, как удивит, может быть, нас. И мы должны отстроить своего благополучия в какой-то новой концепции. Поэтому осторожные действия. Но, в принципе, девятка жезлов, карта великой мощи в герметической колоде Таро. Это сильная позиция, но эта сила должна быть очень правильно, рационально применена. Итак, что же откроется, что прояснится в феврале? И знаки судьбы. Мы свяжем две эти карты. Третья карта. В чем вы поставили точку или думали, что поставили точку? А тут к вам что-то может вернуться. И какие возможности придут на ваш порог, в вашу жизнь? Какая правда или тайна откроется?
и достанем, что вам важно знать, нужно знать, и несколько раскроем эту позицию по разным энергиям. У нас будут 3 карты. И вот первая карта – энергия дома или того места, где вы находитесь, или куда вы, может быть, собираетесь устремиться. Энергия любви, энергия денег и ваших достижений. И мы достанем карту совет и спросим, что вам помогает. В самом конце откроем. Что же у вас прояснится? Ну вот, карты живут своей жизнью. Девятка жезлов. И все то, что я по ней сказала. Давайте сразу откроем знаки судьбы. Правда, что-то вы должны продолжать. Вот точно. Вы от чего-то не должны отказаться в феврале. И пусть вот как этот герой нам показан, да, смотрите. Он удивлен, может быть, даже где-то и напуган. Напуган тут не обязательно, что это что-то сверх такое происходит со знаком минус. Вовсе нет. Это имеется в виду какая-то неожиданность, когда она нас застает врасплох. Или какое-то известие приходит. Или вы находитесь где-то на такой территории, в местности, где вы не можете наверняка предугадать, как дальше разовьются события. Такое тоже может быть. Или для вас что-то непонятно, или все новое. Правда, не случайно, тут иерофант перевернулся. Помните, мои дорогие водолеи, сил у вас на все абсолютно точно хватит. Но и себя беречь, и чего-то не упустить. Вот эти два направления будут архиважные. И причем не упустить так, чтобы из какого-то начинания или из какого-то вашего инсайта сложить свое благополучие. У кого-то может начинаться как новая эпоха жизни, особенно, я не побоюсь этой фразы, такой громкой, пафосной, потому что, правда, как какая-то перезагрузка у вас может произойти, причем молниеносно, очень быстро. Вы можете принять какое-то решение, увидеть в чем-то для себя перспективу, причем в том направлении, где вы всерьез даже не предполагали раньше. Или действительно раздумывали по поводу, ну, самых разных направлений. У кого-то это раздумье по личной жизни, хотя восьмерка пентаклей – знаки судьбы. Здесь именно больше работа, наши достижения, получение денег. Или откуда ко мне будут приходить деньги, каким образом я буду получать доход. Вот здесь самая разная палитра вопросов. И вы знаете, вот у вас здесь что-то прояснится. И, скорее всего, я вижу вот эти две карты как знак судьбы, от чего-то вы, правда, не должны отказаться, какую-то возможность упустить. Ведь по девятке жезлов мы только вышли из какого-то периода ограничений, зоны ограничений, из каких-то жизненных обстоятельств. Вы словно вырвались. И вот теперь вам нужно быть и осторожным, и внимательным, чтобы использовать любую возможность, которую вам дарует судьба, но и для себя не создавать лишнего риска. Вот такие знаки судьбы. В чем вы думали, поставили точку, а будет продолжение? Еще один аркан умеренности. И где-то это можно приложить ко всему тому, что я сказала, потому что умеренность это, с одной стороны, это спокойствие. Это где-то наш внутренний настрой, такой больше в лояльно демократичных энергиях к самому себе в первую очередь. Не ставить перед собой какие-то невыполнимые задачи, где-то себя не пришпоривать. Может быть, вы думали, к примеру, что я осуществлю какое-то дело, и в последующем будут очень быстро развиваться события. Или как я пройду какую-то своеобразную границу решения некоторых вопросов, и после этого что-то будет ускоряться. Вот здесь нет, тут скорее всего может прийти какая-то пауза, или вы столкнетесь с такими новостями, когда вам действительно нужно остановиться, осмотреться, подумать, соразмерить, как это применить к своей собственной жизни. Но пусть не в этой колоде, в колоде Таро иллюминатов, аркан умеренности как раз говорит о неслучайных случайностях или наш внутренний инсайт. И мы должны этот инсайт обязательно осуществить на практике. Или попробовать тот способ, который до нас никто не пробовал. Вот эта самая возможность, она действительно к вам в феврале приходит, и вы ее не должны упустить. Поэтому и карта говорит: продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. И где-то аркан умеренности – это про терпение. И даже, мои дорогие водолеи, если у вас
кровь в жилах закипает от этого слова терпение и спокойствие. И тем не менее, это то, что должно быть продолжено. Потому что какое-то событие у вас уже получается. Но, может быть, это не вписывается в ваши временные рамки. Или наоборот, что-то может ускоряться, тут у каждого по-разному. И несмотря на темп развития событий, у кого-то медленный, у кого-то наоборот быстрый, здесь действительно есть смысл что-то продолжать. Не отказываться от своей мечты. Храните спокойствие. Я, конечно, допускаю, меня смотрят люди из разных стран, поэтому у каждого своя обстановка вокруг и жизненная ситуация тоже. И есть такая фраза: когда нечего хранить, храните спокойствие. То есть если даже вы столкнулись, ну, совершенно с какой-то патовой ситуацией или обстоятельства непреодолимой силы, которые именно, ну, меняют вашу жизнь. Причем вам может показаться, да тут вообще ни разу не о добре, тут все кувырком идет. Поверьте, значит, вот эти кувырки или какие-то прыжки судьбы вам тоже нужно пройти. Первая карта у нас была Иерофант. Может быть, вы думали, что, ну, наконец, я решу какие-то вопросы, воцарится спокойствие. Воцарится спокойствие, но это не то спокойствие, когда вы расслабились, а скорее всего вы будете ожидать продолжения, причем ожидать будете сами. Какие же возможности приходят в вашу жизнь, император? Ну, всегда император – это карта власти. Причем мудрый император, кстати, он не меняет свои основные цели, намерения. Он готов корректировать планы, потому что люди вокруг меняют свое мнение, и мы на это не влияем. Или обстоятельства, события извне к нам приходят и тоже где-то заставляют нас меняться или учитывать, опять же, вот те самые события. Поэтому коррекция какая-то планов, она вам предстоит, но возможности приходят грандиозные. Тут действительно от чего-то не отказаться. Почему, наверное, карта девятка жезлов так настойчиво пыталась вам продемонстрировать эти энергии, потому что кто-то из вас, ну, условно, захочется нырнуть вот в то пространство, которое нам знакомо, вернуться назад. Потому что может быть какая-то, ну, как страх или такая энергия неопределенности, она может перерастать в какие-то ненужные сомнения. И даже если вы не знаете последующих шагов, или если вы не знаете, как реализовать вот прямо в данный период времени свою мечту, мои дорогие водолеи, не отказывайтесь от нее, потому что у вас на пороге что-то грандиозное. Может быть, какие возможности придут к вам на порог, если мы переложим карту император на нашу земную жизнь. Безусловно, это высокие чиновники, это какие-то важные согласования. И по аркану император нам говорят: уважай власть, уважай структуру власти, не иди против власти. Где-то учитывай то, что предписывает закон, мы уже об этом говорили, но и какую-то иерархию, систему иерархии или систему порядка. В принципе, та система, которая есть, если мы ее уважаем, перед нами открывается больше возможностей подписать важные документы, может быть, договориться в банках или посетим чиновника, значит, будьте внимательны к этому чиновнику, прочувствуйте, в каком он настроении, чтобы правильно как-то выстроить свою стратегию разговора, к примеру, с ним. Здесь вот эти тонкие какие-то нюансы, они будут очень важны, потому что из этих тонких мелких нюансов будет складываться что-то грандиозное или для вас больше возможностей. Но возможностей много. Это вы сами можете изменить статус. Это может быть и важный человек, какие возможности придут на ваш порог, если мы спросили. Здесь может быть и помощь какого-то такого, ну, лица, который обладает и влиянием, или знаниями, или, может быть, отчасти и финансами. То есть у каждого что-то своя какая-то концепция, задумка. И вы сами можете достичь совершенно иных высот, допустим, в профессии, а для кого-то из вас вроде как и вышли вы из какого-то периода ограничений, где-то растерялись. Вот именно нам показан человек, который, как из прошлого, перешагнул порог в будущее. И вот он перешагнуть-то смог, а дальше он шаг делать или боится, или не знает, как правильно. Какой должен быть этот шаг? Покрупнее сразу, бегом бежать. Или где-то так аккуратно на цыпочках пройти. Вот это будет каждый из вас решать по-своему. Потому что общего знаменателя, понятно, нам карты не покажут.
Но то, что быть нужно аккуратным, осторожным, это точно. Потому что есть какая-то очень важная тема, которая может быть связана и со статусом, и с отношениями, взаимоотношения. Это могут быть и коллеги, или круг вашего ближайшего окружения, который вам будет как-то способствовать. Но ваша-то концепция счастья или нового качества жизни, она уже где-то в феврале имеет определенную закладку фундамента для последующих перемен. Какая правда откроется. Но опять же, все то, что я долго говорила, мы вышли, вот сделали этот переход между прошлым и будущим. Но и не оглядываясь назад, об этом говорит карта. 13-й старший аркан. Я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, это про трансформацию. Есть те события, которые вы не можете отменить. То, что случилось, произошло, ну, может быть, мы с чем-то еще столкнемся. И знаете, вот все события, которые приходят в вашу жизнь, они не случайны. Пространство где-то будет вам помогать расчистить вас, вашу жизнь, может быть, от того, что вам буквально мешает. И в природе, как и в организме человека, не бывает пустот, поверьте мне. Поэтому новое что-то не может войти на наш порог, пока мы цепляемся за старое. Место словно занято. И карта нам говорит: освобождайся. Может быть, и от ментального какого-то мусора, может быть, и не ждать того, кто не придет, или, может быть, как бы это ни звучало, может быть, и жестко, или какой-то прежней истории, которая душе может быть дорога, любима, но не может быть продолжена или повторена. У каждого здесь своя концепция, поэтому какая тайна откроется. У кого-то может открыться, кстати, вопросы наследства. Вот это может проиграться по этой карте. Или ну, что-то подобное, как вот вопросы наследства, или то, что было связано с каким-то человеком, может быть, вашим далеким родственником, родственником вашего партнера, и каким-то образом, разве что в феврале, вы получаете, ну это, к примеру, если мы говорим про наследство, или какие-то вопросы через имущественные дела, они здесь тоже могут для вас, ну, как будто у кого-то что-то заканчивается, а у вас как раз это будет начало. Вот такой очень тонкий нюанс. Я понимаю, это не для всех будет подходить, но тем не менее карта это выпала. И общее значение, не оглядываемся назад, это трансформация. Мы идем только вперед. Восьмерка Пентаклей нам тоже об этом сказала, да и карта Император перспективы нам уже нарисовала, какие же возможности придут на ваш порог. Но, наверное, в плане тайн, даже если мы узнаем какую-то действительно тайну или для себя понимаем, что мы в чем-то ошибались, то все равно карта будет говорить: оставь прошлое в прошлом. Что нужно знать, что важно знать, Паш мечей. Вообще мечи – это ваша энергетика, это воздух. Может быть совершенно разная информация, но по пажу мечей основное значение, оно идет такое. Нам, кстати, показан ваш. Посмотрите, много очень книг, изучений. Мы можем что-то начать изучать, кстати, учиться. Или мы для себя открываем, пытаемся, может быть, новые сотрудничества или новые способы работы, заработка денег. Вот это может проигрываться. Кто-то будет осваивать новые технологии, IT-технологии, и неважно, сколько вам лет. Может быть, кто-то начнет с того, что я изучаю компьютер, и тогда, поверьте, ваше изучение пойдет очень быстро. И опять же, неважно, какой возраст. Есть здесь какой-то подсмысл по части интернета, потому что мечи, пространство, эфир, интернет – это всегда воздух, все то, что с ним связано. И поэтому мы идем вперед. Но по пажу мечу есть такое. Как будто мы что-то изучали или двигались в одном направлении, а теперь мы понимаем, что это не имеет смысла. И мы несколько видоизменяем свой путь. Мы вносим как раз коррекцию в свои мелкие планы, чтобы что-то важное, как идея ваша, миссия, было совершено. Давайте раскроем теперь по энергиям. Энергия дома. Туз жезлов. Да правда, какое-то решение вы будете принимать. Здесь может быть и информация по части дома, или место вашего пребывания, переезда, или где-то это будет согласовываться с вашими планами. У кого-то будут продумываться способы работать из любой точки мира, вполне вероятно, или работать на дому. Может быть и сама по себе какая-то новость, да, вот я говорила, ну, к примеру, наследство, то, что могло быть связано с родственниками, к вам приходит, но это всегда
ваша какая-то возможность, да, вот я обрисовывала по 13-му аркану. Даже если что-то закончилось, то для вас это как раз что-то открывает новое, или какую-то возможность, или путь вперед, или в принципе как пространство. Может быть, вы документ какой-то получаете, кто-то визу получает, к примеру, да, и буквально уже перед вами весь мир у ваших ног. Пожалуйста, предпринимай что-то, думай, действуй, выстраивай новую концепцию своего благополучия. И, по сути дела, по тузу жезлов исполняется какое-то желание. Причем исполняется оно потому, что либо обстановка вокруг вас для вас как-то складывается в плюс, либо это будет связано с получением документа или с какими-то еще перетурбациями вокруг вас. Ну, к примеру, вы что-то хотите по работе, вот в вашем коллективе. Значит, в коллективе-то тоже тут будут какие-то перемены, возможности в конечном итоге это будет означать для вас карта. И хоть мы смотрим на дом, но, значит, это может быть, к примеру, ходили вы в офис, а теперь вы будете работать на дому, продолжать эту работу, но на дому или из любой точки мира. Ну, самая разная концепция. Ну, правда, что-то вы здесь по части дома можете как и дома улучшить, так и связать воедино деньги, заработок и дом. Или получить какую-то очень добрую возможность по части вашего жилища, может быть, переехать или что-то улучшить. Давайте мы с вами откроем энергию любви. Пятерка мечей. Не могу сказать, что это карта про любовь. Вот на самом деле нам показаны три ведьмочки, три такие милые эльфочки, которые какое-то мудрое блюдо задумали сварить, но в товарищах тоже согласия нет по пятерке мечей. Может быть, одна хотела сделать как-то по-своему, вторая согласилась, но явно третья не согласилась. И каждый сделал, ну, как бы не договорились они изначально, что же они будут все вместе делать, или какая роль будет отведена каждой. В итоге каждый варит что-то свое, а собирались вместе какой-то продукт получить, и понятно, что вот эти вот мечи, они буквально из этого котла вылетают. Вообще это карта конфликта. Если мы с вами говорим энергия личной жизни или любви, ну, знаете, с одной стороны, вы можете примириться с кем-то, правда, это может быть. Потому что вверху аркан император. Но вы точно так же можете и не захотеть с кем-то мириться. Потому что у вас несколько меняется энергетика самосознания в феврале. Конечно, путем конфликта мы не всегда решим какие-то вопросы. И по пятерке мечей в первую очередь есть такое значение. Не участвуй как раз ни в конфликте, ни в каких-то междоусобицах или выяснении отношений. Тебе правильнее как дело сторона, потому что когда мы оставляем ну, какой-то маневр для того, чтобы договориться или проговорить какие-то важные вопросы, то вот эта дипломатия, она создает хорошую ауру, возобновить какой-то разговор. Нам тогда это сделать легче. Тогда и к согласию, кстати, прийти легче. А кто знает, может быть, к согласию прийти совершенно будет и необходимо. Я такое тоже могу вполне допустить. Поэтому пятерку мечей переложите на составляющую своей жизни. С чем это может быть связано? Но я так вижу, что просто у вас будут, может быть, это ведь какая-то несдержанность. В каком плане? Мы хотим поступить по-своему. Вот как эти три ведьмочки варят свое какое-то волшебное блюдо. Но каждое дело действует по-своему. Здесь придется договариваться, вот я так больше вижу. И ведь это мелкая карта. Есть еще значение первого победа. То есть как бы мы победу можем достичь. Мы кому-то что-то будем доказывать эмоционально или стараться, чтобы с нами согласились, а в итоге это не имеет все значения. Как и конфликт, как и доказательства, так и какая-то, ну, как раздрай в отношениях. Вот этому сейчас явно не место. Здесь что-то у вас более важное стоит на пороге. Давайте посмотрим сфера ваших достижений. Или это деньги. Я должна сказать, что деньги будут. Кто-то получит большой гонорар. Вот конкретно. И значит, нужно продумать, как этими деньгами распорядиться. Может быть, инвестицию в себя для кого-то из вас. Это проиграются вот эти две карты, ваши достижения. Может быть, была какая-то зависимая ситуация от того человека, который вам очень нравился, или от вашего партнера, или с кем-то вы очень хотели быть.
может быть, проживать вместе. Может быть, был уже какой-то разговор, когда вы не договорились. 15-й аркан, дьявол. Отчасти это опасность. Поэтому, если у нас первая паш мечей, мы сказали, вы можете признать ошибку. Вы знаете, действительно, по пятерке мечей мы тоже иногда признаем ошибку, что мы погорячились как раз, или мы зря кому-то что-то доказывали, или зря на что-то согласились. И по части, если денег, 15-й аркан, это в первую очередь карта материализма или практики, или нашей жизни. Наша жизнь земная, она материальна, нравится это нам или нет. Поэтому если получить те деньги, которые вам причитались, то да. Если вы видите свои достижения игрой в азартные игры, тогда нет. Тогда нам карта будет говорить: помни, ты не успеешь заметить, когда игра перейдет в опасность. И где-то вот игра, чтобы не переходила в опасность, берегите себя. Может быть, это касается и других каких-то вопросов, которые связаны с сферой достижений или вашего самовыражения, работы. С одной стороны, не надеяться на то, что кто-то нам придет на помощь. Надеемся мы сами на себя по девятке жезлов, но и сил-то у вас тоже хватит. Не поддаться какому-то соблазну. Значит, возможности приходят на ваш порог буквально в феврале, но тогда просчитайте что-то, может быть, и буквально математически. Тогда я могу сказать, вот пусть это выпало на личную жизнь, энергия любви это мы назвали, но можем как милосердие к самому себе расценивать эту карту. И вот в вашей душе тут тоже не должно быть каких-то неопределенностей, когда буквально из этого, как из этого котла мечи выпрыгивают. Понимаете? Здесь вам действительно нужно рационально что-то просчитывать и быть, как и добрее к собственной душе, ну, наверное, быть больше лояльней к миру, может быть и так. Здесь что-то не определено наверняка. Здесь вы только делаете первые шаги. Поэтому важно будет и не ошибиться, ну, может быть, и не попасть в какую-то зависимость. Зависимости, кстати, бывают разные. Поэтому примите этот тонкий нюанс во внимание. Что же вам будет помогать? Кому-то напрямую все же путешествие будет помогать. Вы, может быть, поедете куда-то, где своими глазами увидите условия работы, условия проживания. Или если у вас купля-продажа недвижимости, за что я продаю, за что я покупаю. Или, может быть, вы вообще опять же тут что-то измените. Вы несколько видоизменяете свои планы. По шестерке мечей это карта мужества и заслуженного успеха. Это тот успех, который придет через какое-то время, увы, не в феврале, а в феврале это мы делаем первые шаги, нам показаны, только отправляется наша эльфочка в какой-то далекий свой путь. И это вам буквально помогает. От чего-то не отказаться. Мы с вами уже об этом говорили и не раз. И дорогу осилит идущие. Но где-то спокойствие душевное, так и мужество. Это то, что вам буквально помогает. Вам помогает то, когда вы, ну, где-то не сидите на месте в том плане, что вы не хотите что-то продолжать или пробовать новое, или хотите вернуться назад. Мы с вами тоже об этом говорили. Вам отсюда только вперед, потому что вот этот порог вы уже перешагнули. И если мы не хотим даже перемен, мы их не инициируем. Но принять, может быть, во внимание, что природа сейчас такова или события нашей жизни. Из какой бы страны вы сейчас не смотрели мое видео, но обстоятельства будут тоже меняться. И если мы выходим навстречу судьбе, мы правильно ориентируемся в этих переменах. А если мы где-то пытаемся отсидеться или взять наоборот полшага, пару шагов назад, тогда мы какие-то события не отменим. Мы лишь не увидим их вовремя, когда нужно будет, может быть, это лицезреть или прикладывать уже какие-то действия. Поэтому буквально помогает какое-то движение, и вас ждет успех. Может быть, для кого-то из вас смена работы, кстати, или какая-то новая концепция. Я тоже долго говорила по части, хоть это и выпало на ваш дом, но все же туз жезлов. Может быть, кому-то помогает работа на дому или из любой точки мира. Поэтому стоит эти варианты рассмотреть. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, непростой расклад для вас на февраль. Я же вас хочу пригласить
на свой сайт, я оставлю ссылку в описании под видео, прочитать планетарный астрологический прогноз на 2025 год и для вашего знака зодиака. И какие-то подсказки, я надеюсь, будут. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.